Приветствую вас, друзья и гости моего канала. Меня зовут Арина. В этом видео мы узнаем, какая сущность, какой характер и какое предназначение у людей, которые рождены 12 числа любого месяца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайки и пишите комментарии. Люди, рожденные 12 числа любого месяца, умеют распоряжаться своим временем. Они уважают время и благодаря времени, в силу того, что они умеют ожидать, терпеть, взращивать свои планы и действия, конечно же, получают хороший результат и хороший урожай. На этой картинке, что вы видите перед собой, изображен человек, который ухаживает за своими растениями, и это растения разноплановые. Он их собственноручно посадил, ухаживал за ними, и, конечно же, пришло время собирать урожай. Так и у этих людей они выращивают свои мечты, свои желания, свои планы и идеи, прекрасно понимают, за счет чего это должно осуществиться, работают над своими проектами, и это независимо от того, будет это результат сиюминутный, либо же нужно ждать некоторое время, они не бросают и не отходят от своей идеи, от своего плана и целенаправленно идут за достижениями результатов. И они практически никогда не тратят свое время попусту. Как правило, этих людей время любит. И чем старше человек, он, возможно, может становиться интересней, продуктивней, эффективней. И также благодаря времени они могут достигать результатов тех, которые не могут другие люди достигать в силу своего характера. Также сюда можно привести пример строительства дома, что тоже мы видим на картинке. Проект дома либо другого строения тоже делается не быстро. Также какое-то время нужно для строительных работ, оформления документов. И как мы знаем с вами, что результаты можно получить через несколько лет, и человек готов это ждать, с этим работать, развивать эту сферу. То есть здесь имеют место быть любые долгосрочные проекты. Эти люди практичные и подвижные с самого детства, поэтому для них это нормальная среда. Зачастую эти люди знают, как направлять свою энергию для достижения цели, либо же чувствуют, что они идут правильно и принимают верные решения. И если эти люди достигают высокого положения в какой-либо сфере своей жизни, нужно понимать, что вся заслуга принадлежит только этому человеку. Ну, это и понятно, потому как эти люди практически никогда не рассчитывают на поддержку, либо же на какой-то счастливый случай. Они реалисты, и у них правильное планирование. Потому как эти люди способны определять не только цель, после которой они получат результаты либо же доход, но и правильный путь к этой цели, каким способом можно это достичь. И также у них есть чувство и умение выбрать нужный момент для действия, либо же для начала этого проекта, чтобы это было все вовремя. Они, конечно, могут долго размышлять, складывать в своей голове пазлы этого всего действия и потом спокойно принимают решения. И в этом им способствует стремление к стабильности, и они самостоятельно пытаются выстроить основу своего благополучия, потому как они понимают, что либо же в партнерстве, либо же в команде не каждый сможет ждать какое-либо время, долго над чем-то работать. Это люди не ленивые, и им иногда сложно бывает подобрать достойный круг людей для партнерства. И в том случае, если некоторые из этих людей не будут тщательно работать над планом, над бизнес-планом, они могут потеряться в обстоятельствах неопределенности. Может быть ощущение, будто это не они строят свою жизнь, а попали в состояние каких-то обстоятельств, от которых они зависят, и могут почувствовать себя как жертва этих обстоятельств. Также в этом состоянии может появиться некая неуверенность, зажатость, и все виноваты вокруг, только не этот человек.
И если у людей, которые рождены 12 числа любого месяца, есть состояние поиска и как будто вы не можете найти себя в жизни, вы постоянно ищете свое место в жизни, либо же у вас не получается все то, что вы делаете, и по каким-то причинам вы предаете себя в какую-то жертву обстоятельств, либо же незаслуженную вину, в которой вы обвиняете себя сам. Это может означать, что вы находитесь не на своем пути развития. Вы на самом деле не нашли еще свой путь. И для того, чтобы избавиться вам от этих негативных и неприятных ощущений, либо же людям, которых вы знаете, которые рождены 12 числа, нужно разобраться, стоите ли вы на пути своей реализации. Потому как реализованные люди, рожденные этого числа, они размеренные. Это человек, который постоянно находится в развитии и при этом приносит пользу окружающим, не только себе. Какой же деятельностью нужно заниматься этим людям, чтобы быть на пути реализации? Это деятельность, которая может быть связана с долговременным затрачиванием времени. Допустим, длительное обучение, вот как врач. Вы прилагаете много усилий для того, чтобы приобрести эту профессию. И естественным образом для получения этой профессии нужно много времени. И вот из этих людей получатся очень хорошие врачи любого направления. Также это может быть и косметология, это работа в салонах красоты на любой должности. Очень хорошо реализовывают себя эти люди в профессии юриста и адвоката. Также это могут быть строительная сфера. И здесь опять же, это может быть от застройщика до самого строителя. Совершенно все, что может быть связано со строительством. Даже производство и реализация строительных материалов. Ну и, конечно же, хороший успех получат люди, которые будут заниматься в сфере деятельности земледелия. Это может быть выращивание фруктов, овощей, цветы и многое другое, что связано с землей. И немного вернусь к строительству, здесь еще имеет место быть недвижимость в принципе. Это сфера недвижимости, это продажа, покупка квартир, либо других объектов, это риэлторы, которые заключают договора аренды или продажи. И если вы находитесь хотя бы в одной сфере деятельности, что я вам рассказала, значит вы находитесь на своем пути реализации, и на этом пути у вас откроются ваши ресурсы полностью, новые идеи для развития, и вы всегда будете находиться на позитивном движении вперед. Также это касается, конечно, и личных отношений. И если по какой-то причине вы не связаны ни с одним родом деятельности, перечисленным мной, подумайте, что бы вы могли сделать для того, чтобы, если не поменять свою деятельность основную, то хотя бы добавить, либо же сделать хобби из какого-либо направления. Просто хотя бы начните выращивать и размножать цветы, и вы уже себя по-другому почувствуете. Это касается людей, которые чувствуют и видят в себе негативные аспекты своего проявления. И вы почувствуете, насколько вам стало легче, вы почувствуете прилив энергии и позитивного ощущения, и, возможно, у вас откроются и к вам придут какие-либо идеи для дальнейшего развития и движения в вашей жизни. Потому как только в направлениях, которые даны нам для реализации, через энергию реализации мы можем открыть себя, мы можем открыть дверь для себя в правильном направлении. Надеюсь, моя информация была для вас полезна. Подписывайтесь на канал, напоминаю, кто еще не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч!